Ну или точнее, кто получится, если скрестить зебру и коня, льва и тигра, овцу и свинью? Не самые удивительные сочетания, но поверьте, результат вас точно впечатлит. А в конце ролика вы узнаете, получилось ли у ученых скрестить обезьяну и человека. Когда я увидел, к чему это привело, я был шокирован. Спойлер. Не пытайтесь повторить эксперименты ученых в домашних условиях. Все равно у вас ничего не выйдет. Начну, пожалуй, с самого милого, по моему мнению, сочетания. Базл – это гибрид, полученный в результате скрещивания козы и барана. Даже не столько скрещивания, сколько случайной связи. История появления базла проста как мир. Козы и овцы, содержащиеся в одном вольере, неоднократно спаривались без всякого разрешения, не претендуя на научные открытия. Но потомство от таких союзов обычно не выживало из-за генетических несоответствий, рождалось мертвым или слабым, неприспособленным к жизни, пока в один прекрасный день в Южной Африке на свет не появился маленький барашек на козлиных ножках, который смог преодолеть естественный отбор и дать начало новому виду. Позднее аналогичные гибриды были получены естественным путем и в других странах. России, Новой Зеландии, Америки, Чили, Ирландии. Они заявили о своем праве на полноценное существование в мире животных. Существенных отличий в зависимости от того, кто стал мамой для базла, коза или овца, нет. В обоих случаях детеныши выглядят крупнее своих родителей, быстрее растут и набирают вес. Помимо заметных отличий в росте и весе, базлы обладают отличным здоровьем и стойкостью к различным заболеваниям, что позволяет им постепенно увеличивать свою численность. С каждым годом в мире рождается все больше этих удивительных животных. И пусть природа продолжает творить чудеса, соединяя несовместимое, если в результате на свет появляются такие милахи. А вот еще один милашка – овцы-свин. На первый взгляд похож на поросенка, но почему-то пушистый, с густой, кудрявой, овечьей шерстью. О май гад! Это существо вобрало в себя все самые лучшие качества своих прародителей. Гладкая шерсть отлично подходит для изготовления пряжи. Это если говорить об овечьей части нашего первого гибрида. Что касается свиной, как бы вам сказать, эти пушистые поросятки могут набирать вес до 300 килограмм. Так что мяса от них много, да еще какого, мраморное, с тонкими жировыми прослойками. Объедение. Кстати, в последнее время некоторые люди стали заводить свиней в качестве домашних питомцев, особенно мини-пигов. Но часто мини-пиги оказываются не такими уж мини. Так почему бы сразу не завести большую свинку с кудрявой шерстью? Плюсом будет ее красивая шубка. Сможете делать ей прически. К тому же овцы-свины очень ласковы, прямо как котики. На просторах интернета я наткнулся на отзыв, где девушка рассказывает, как ее пушистый свин Борька обожал, когда ему чешут за ушком. Задумайтесь. Но если бы вы хотели завести какого-нибудь традиционного, но все же немного необычного домашнего питомца, рекомендую вам кошку-саванну. Мало кто знает, но это тоже гибрид, да еще какой. Кошка-саванна – почти точная копия африканского хищника – сервала. Высокий рост, леопардовая окраска, внушительный вес, достигающий 14 килограмм. И при всем этом очень мягкий и покладистый характер. Все потому, что это гибрид сервала с обыкновенной домашней кошкой. Некоторые владельцы этих животных даже сравнивают их с собаками за способность гулять на поводке, любовь к воде, преданность и верность хозяину. Но если вы вдруг решите завести себе такого необычного питомца, имейте в виду, он очень активен, он обязательно будет охотиться на ваши тапки, а может и не только на них. Этот котик высоко прыгает, любит бегать, или скорее летать со скоростью ракеты и постоянно нуждается в активности. Не стоит заводить саванну в квартире,
Ему будет там некомфортно. В загородном доме этот питомец почувствует себя гораздо лучше. А вот еще один интересный факт. Некоторые саванны практически не умеют мяукать. Они скрипят, как старые ржавые двери, или шипят, как змейки. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Я читал об этом в отзывах владельцев этих прекрасных котиков. Ну, просто я уже решил завести себе одного такого. Несмотря на то, что кошка-саванна довольно высокий представитель семейства кошачьих, рост до 60 сантиметров, но все равно не самый большой из них. Хотите узнать, кто является самым большим? Сейчас расскажу. Лигр – гибрид самца льва и самки тигра. Он унаследовал лучшие качества от обоих родителей – любовь к воде от матери-тигрицы и общительность от отца льва. Дрессировщики отмечают, что эти кошки обладают более покладистым характером по сравнению с другими гигантами семейства. Вы можете возразить, какие дрессировщики? Отпустите котиков на волю. Действительно, когда-то лигры появлялись в дикой природе. В некоторых древних азиатских текстах упоминаются охотники, встречавшие этого могучего зверя. Однако сейчас это невозможно. Во-первых, ареалы обитания львов и тигров сильно различаются. Во-вторых, у искусственно выведенных лигров отсутствуют навыки выживания в дикой среде. Они просто не смогли бы конкурировать с другими видами. Кроме того, у них есть некоторые генетические проблемы, так что большие котики нуждаются в большом уходе. Поэтому сегодня все лигры живут в зоопарках, и их насчитывается всего около 100. Например, красавец по имени Блак из российского сафари-парка. И его мать – лигрица Алена. Они не самые крупные представители. Длина их тела достигает всего лишь 3 метров, а вес – 300 килограмм. Да-да, всего лишь. Теперь же предлагаю взглянуть на настоящего гиганта с говорящим именем. Геркулес. Рост 186 сантиметров, длина тела 3,5 метра, вес более 400 килограмм. Вот это да! Почти полтонны, представляете? Он вдвое крупнее обычного льва и в 20 раз сильнее среднего человека. И, конечно же, этот котик занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый крупный представитель семейства кошачьих на Земле. Геркулес, кстати, очень миролюбив. Выросший среди людей и воспитанный дрессировщиками, он не проявляет агрессии и успешно выступает в интерактивном зоопарке. А на этой фотографии этот гигантский опасный хищник пьет молоко из детской бутылочки. Просто прелесть! А теперь познакомьтесь с еще одним удивительным существом – тиганом. Это как лигр, только наоборот. Гибрид, появившийся от союза самки льва и самца тигра. Тигон – чрезвычайно редкое животное. Известно всего о нескольких живых особях. Возможно, это связано с тем, что тигры не всегда воспринимают брачное поведение львиц как призыв к спариванию. Внешне тигоны напоминают лигров, но заметно уступают им в размерах. Они даже меньше своих родителей, достигают максимального веса всего около 180 килограмм. Полоски, пятна, грива – все смешалось в этих удивительных созданиях. Если хотите увидеть тигона своими глазами, отправляйтесь в Австралийский национальный парк, где сейчас обитают 2 особи. Или посетите сафари-парк Шэньчжэнь в Южном Китае. Там вы сможете увидеть и тиганов, и лигров в одном месте. Кстати, если вам, как и мне, интересно, можно ли скрестить тигана и лигра, у меня есть ответ на этот вопрос. К сожалению, самцы этих гибридов стерильны, поэтому получить какого-нибудь лигона, увы, не получится. Ну а если вы в вопросах «кошки против собак» всегда голосуете за вторых, то следующий гибрид специально для вас. Let's go! Итак, представьте, взяли обычную ненецкую лайку и среднеазиатского шакала и получили собаку Сулимова. На мой взгляд, она довольно забавная. Журналисты даже прозвали ее шалалайкой или шалайкой. Этих собак вывели не для дружбы с человеком, а для службы. Они невероятно выносливы к различным температурам.
комфортно чувствуют себя и при минус 70 градусах, и при плюс 40. It's payback time. Обладают потрясающим обонянием, могут найти все, что угодно. Все, что пахнет, да и даже то, что почти не пахнет. Поэтому их часто используют в аэропортах для поиска взрывчатки или в криминалистике для обнаружения. Всякого, ну, вы поняли. Спешу вас огорчить. Купить такого питомца себе не получится. Этих собак очень мало, да и характер у них не самый покладистый. Гены шакала дают о себе знать. Как насчет чего-то более необычного, менее обыденного? Представляю вашему вниманию гроллера. Это гибрид белого и бурого медведя. Come on now, dog. Да-да, такой действительно существует. И хотя официально его называют пизли, мне больше нравится название гроллер. Звучит куда солиднее, согласитесь. Гроллер унаследовал черты обоих родителей. Его шерсть – уникальная смесь коричневого и белого, иногда светло-коричневого оттенка. По размерам он занимает золотую середину между белым и бурым медведями. Стоя на задних лапах, гроллер может достигать 2 метров в высоту, а в холке около 1,5. Впечатляюще, не правда ли? Несмотря на внушительные габариты, гроллер весьма проворен. Представьте себе. Мощные лапы, длинные когти, сильные челюсти. Гроллер оснащен всем необходимым для успешной охоты. Он способен разгоняться до 50 км в час. С такой скоростью он может побегать даже за оленями. По характеру гроллер – энергичное и независимое животное. От белого медведя он перенял агрессивность и вспыльчивый темперамент, а от бурого – территориальность и подозрительность. Интересно, что гроллерам трудно адаптироваться к изменениям вокруг них, будь то экологические или социальные факторы. Так что если решите пригласить гроллера на чай, будьте готовы к его непростому характеру. Несмотря на то, что пизли – отличные охотники, рыба и мясо не являются основой их рациона. Как и бурые медведи, они предпочитают вегетарианское меню – ягоды, коренья, клубни и другие лесные лакомства. Кто бы мог подумать, что такой грозный хищник еще тот гурман и ценитель растительной пищи. И знаете, что самое удивительное? Человек вовсе не причастен к появлению этого гибрида. Природа сама распорядилась так, что белые и бурые медведи начали скрещиваться на территории Канады и Аляски. Считается, что изменение климата заставило белых медведей искать новые территории в поисках пищи, и они достигли рек, где бурые медведи охотились на рыбу. Кто из них стал мамой, а кто папой, история умалчивает, но результат этого союза – уникальный гроллер. А теперь давайте поговорим об еще одном удивительном гибриде – зеброиде. What? Или, как его еще называют, зидонг, зони, зебадонг, зорс. У него столько имен, что можно запутаться, но кто это такой, долго гадать не придется. Это, конечно же, смесь зебры и лошади, а иногда и осла или пони. В общем, всех, кто хоть отдаленно напоминает лошадь. Каждый раз при новом скрещивании получается уникальный и неповторимый окрас, рисунок шерсти. Посмотрите, насколько сильно отличаются друг от друга эти представители одного и того же вида. Один может быть гнедым с полосатыми ногами, другой – серо-коричневым с характерными узорами по всему телу. Это просто невероятно. Самые ярко выраженные, характерные для зебр полосы появляются при скрещивании зебры с ослом. Зонг – подвид зеброида, полученный именно от такого союза. Маленького роста, умный, выносливый, как осел, но с более мягким характером. Некоторые племена Африки регулярно используют его в качестве помощника по хозяйству. В других странах зонга нередко можно увидеть в зоопарке. Bro, what are you talking about, man? Я даже встречал такого однажды. Очень красивый зверь. Зеброидов, кстати, с каждым годом становится все больше на нашей планете. Так что ваши шансы увидеть этого уникального гибрида вживую постоянно растут. Кто знает, может быть, в ближайшем будущем они станут обычными обитателями фермерских хозяйств. Представьте себе, как вы скачете на полосатом коне по бескрайним полям. Романтика. Ну что ж, давайте, наконец, перейдем к самому интересному. Гибрид человека и обезьяны – это один из самых загадочных и спорных вопросов в биологии, генетике и этике.
Хотя слухи и легенды о таких экспериментах существуют уже давно, научное сообщество относится к этой теме с огромной осторожностью. Спешу вас разочаровать, в реальности подобных гибридов не существует, по крайней мере, подтвержденных научными данными случаев нет. Однако попытки были. Одним из самых известных стал эксперимент Ильи Иванова, советского биолога, который в 1920-х годах пытался искусственно оплодотворить самку шимпанзе с помощью человеческой спермы. Но никаких подтверждений успешного завершения эксперимента нет. Хотя, кто знает, может, ученый просто ужаснулся результату и скрыл все данные. Современная наука признает, что биологическое скрещивание между человеком и обезьяной, скорее всего, невозможно естественным путем. Слишком велико различие в наборе хромосом. Это делает появление потомства крайне маловероятным, если не сказать невозможным. Даже если бы произошло зачатие, эмбрион, скорее всего, не выжил бы из-за генетической несовместимости. Тем не менее, с развитием генной инженерии и технологий, таких как CRISPR, стали обсуждаться вопросы создания химер, организмов, состоящих из клеток разных видов. В 2019 году группа ученых из Китая и Испании заявила, что они создали эмбрион-химеру человека и обезьяны, введя человеческие стволовые клетки в эмбрион обезьяны. Эти эмбрионы, разумеется, не были доведены до стадии рождения, и эксперименты проводились в рамках научных исследований, изучающих возможности регенерации органов. Этот случай вызвал серьезные споры о том, куда может завести развитие биотехнологий. Этическая сторона вопроса вызывает еще больше обсуждений. Даже если бы создание такого гибрида стало возможным, что дальше? Каковы были бы его права, интеллектуальные возможности, поведенческие черты? Но самый главный вопрос – насколько далеко готово зайти человечество в своих экспериментах? Природа действительно полна неожиданностей. И кто знает, какие еще удивительные существа могут возникнуть благодаря ее фантазии или нашим экспериментам. Кстати, если вы тоже увлечены творчеством и хотите принять участие в создании подобных роликов, у меня есть замечательная новость. Наша команда постоянно расширяется, и прямо сейчас мы ищем талантливых сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров. Если вам это подходит, оставляйте заявку в нашем Telegram-боте, ссылка в описании. Спасибо за просмотр.